Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Марс. Я более 7 лет изучаю астрологию и эзотерику в целом, и в этом видео мне бы хотелось поисследовать и ответить на харарный вопрос, победит ли Дональд Трамп на выборах в США в этом 2024 году. Сразу скажу, я не слежу пристально за политической обстановкой в США и знаю только ключевых кандидатов, а также не обладаю даже малейшей информацией об их рейтингах. Для меня было важно произвести простой и беспристрастный анализ харарной карты и получить ответ. Харарная карта была построена на 30 сентября 2024 года в 13:25 город Астрахань, Россия. Я проверила данную карту на радикальность. Луна имеет курс, и карта радикальна. Вопрос являлся на тот момент своевременным. И это мы видим по градусу асцендента, то есть вот 23 градус Стрельца. Забегая вперед, скажу, что я задала тот же вопрос спустя ровно месяц, 30 октября. И логично было предположить, что мы получим карту с асцендентом в последних градусах знака, ну, любого другого, так как выборы состоятся совсем скоро, 5 ноября. И асцендент получился в 27 градусе рыб. Следовательно, данный вопрос вот-вот разрешится сам. Все решения, по сути дела, приняты. Вернемся обратно к изначальной карте от 30 сентября. Поскольку США для нас государство иностранное, мы должны рассматривать девятый дом. Он находится в Деве. Девятый дом будет отвечать за самого Дональда Трампа. За выборы и продвижение по карьерной статусной лестнице отвечает, как мы знаем, 10 и 11 дом. Следовательно, мы смотрим 10 и 11 дом от нашего девятого. 10 и 11 дом у нас получились в близнецах. И заметим, что и первый, и 10 символические дома управляются одной планетой Меркурием. Это первый балл в пользу положительного ответа на наш вопрос. Далее, в 10 доме, символическом доме, находится Юпитер в близнецах в соединении с Вселенной. И несмотря на ослабленное положение Юпитера в близнецах, его нахождение в 10 поле, 10 доме имеет благоприятный, экспансивный, расширяющий эффект. И дело в том, что в США сами по себе находятся под управлением знака Близнецов, а нахождение Юпитера в этом знаке как бы подтверждает факт выборов, возможной смены власти. Теперь рассмотрим символический первый дом, он же для нас девятый. Здесь много информации, а также важных кармических точек, что говорит нам о некоторой предопределенности, либо же даже фатальности и важности происходящего для Дональда Трампа. Управитель первого дома Меркурий в весах находится в среднем положении. Меркурий не ретроградный, значит, Трамп движется как бы вперед, и движение назад не предвидится в ближайшее время. Но Меркурий кармически отягощен. Он, во-первых, сожжен Солнцем, что может говорить как о плохом самочувствии, как некоторое ослепление, так и не давать полной ясной картины самому Трампу. Какие-то очевидные трудности на его пути все-таки есть. Также Меркурий соединяется с точкой темной кармы Лилит, а также с директным нисходящим узлом Кету и Друдж. Все это сильнейшие кармические показатели. По Лилит и Друдж, например, мы можем предположить уязвимое состояние Дональда Трампа, его личности. Он может находиться сейчас под действием темной кармы, иллюзий, каких-либо искажений, опасности для жизни, но в том числе опасности покушений, что мы и наблюдали. Ну и к тому же это все может в ближайшее время происходить неоднократно. Через месяц Меркурий приближается к Лилит. Вот они находятся на некотором расстоянии. То есть 5 ноября Дональд Трамп, может напрямую встретиться с реализацией по темным кармическим программам. И складывается такое впечатление, что для него это трудная, опасная для жизни, связанная с риском, но необходимая ответственность быть снова избранным президентом. Также директный нисходящий кармический узел Кету
и соединение с ним Меркурия, управителя символического первого дома, да, говорит нам о том, что сама карма, либо же судьба заставляет пройти это еще раз. Узел директный. То есть по кету он был в прошлом президентом, но так как движение директное, то проходит весь этот процесс еще раз. Это добавляет нам еще один балл к положительному ответу на харарный вопрос. Что касается оппонентов, то это седьмой символический дом, и он находится в рыбах. Управитель седьмого дома Нептун, несмотря на нахождение в своей обители, Нептун в рыбах сейчас, все же движется ретроградно, то есть назад. Нептун не имеет отношения также к восходящему узлу, пусть и директному, узлу кармы, краху. Значит, духовно или кармические не находятся на линии разрешения этого вопроса. И что можно тогда сказать? Победит ли Дональд Трамп на выборах в США в этом году? Скорее да, ведь многое указывает на кармическую важность и некоторую предрешенность его участия в судьбе собственной страны. Но это положение дастся ему с трудностями, испытаниями и очевидной опасностью для жизни, что мы, собственно, и наблюдали. А карта нам это еще раз подтвердила. Спасибо, что посмотрели разбор такого важного харарного вопроса. Всем, кому интересна данная тема, оставляйте комментарии и свои вопросы. Будет очень интересно пообщаться. Всем пока!